В ад никто не попадет. Вот только честно, положа руку на сердце, в ад все боятся попасть. Помните, нам рассказывали о вечных муках и скрежете зубов, о криках, о мучениях и обо многом-многом другом. Но нет, как бы этого многим не хотелось, вспоминая о карме и справедливом наказании, но в ад не попадет никто, и в этом обзоре мы обязательно расскажем почему. Будет интересно, не переключайтесь. Вы на канале «Замечательная жизнь». Мы начинаем. Сегодня мы займемся, вероятно, одной из самых спекулятивных тем в мировой истории. За один обзор величайшую мистификацию, возможно, до конца мы не рассмотрим, но тему рассмотрим основательно. Спускаться сегодня мы будем в ад. Как любому человеку с удовольствием расскажет специально обученный, по сокращенной программе, служитель христианского культа в деревенской церквушке, после смерти понятие душа может попасть в понятие ад. А там, лютый трэш и чугунные сковородки, с поварятами, чертями и всяческой другой неприятной компанией садистов и живодеров. Прямая дорога туда следующим ребятам, тем, кто не крещен, не причащается телом и кровью Христовыми, не содержит в зеркальном блеске духовную чистоту, не придерживается вероучения с обязательными ритуалами, не вершит богоугодные дела при жизни и так далее и тому подобное. Право решать, попадет душа человека в ад или рай принадлежит Богу. Это страшилка такая для недалеких и невежественных пациентов. Но не бойтесь, потому что никакого ада Творец не создавал. Итак, сразу с места в карьер и атеисту на заметку. Если взять за рукав более серьезного служителя культа, того, кто прошел полный курс богословского обучения, со всей серьезностью потолковать с ним, то сразу выяснится несколько сногсшибательных вещей. Короче, деревенские попики привирают крепко. Огонь преисподней, черти, тьма кромешная и прочий жуткий набор для вразумления души грешной – это все символы, помогающие вбить в безмозглую голову прихожан сильные и простые образы. Одним словом, это просто способ описать на примере животного страха, мирского страдания, неизвестности смерти состояния грешника. То есть это такое безобидное, чувственно детализированное и литературное описание. Но в сторону уходить нельзя. Традиция. Само понятие ад в канонических ветхозаветных текстах, 7 десятков толковников тому свидетели, называют древнееврейское словом «шеол». А вот спектр переводов этого понятия очень широк. Это и преисподняя, и царство смерти, и загробный мир, и неизведанная глубина, и земля забвения, и страна безмолвия, и даже царство мрака. Есть еще и древние трактовки поэтов в виде синонимов: забытая страна, безмолвие, яма, пропасть, гибель и так далее. Список неимоверно длинный. Ну а теперь включаем голову и без всяких богословов читаем первоисточник, опираясь исключительно на нерушимые постулаты и догматы веры. Рай существует, это факт. Его насадил Бог в Эдеме на востоке. О наличии, то есть строительстве, ада книга Бытия не говорит ни слова. Это странно. Божественное откровение стоит на том, что все созданное Богом было хорошо весьма. В замысле не могло присутствовать какое-то негативное начало. Ни на каком этапе. Ни в процессе планирования, ни в процессе реализации. Ад Бог не создавал, просто незачем. Богом сотворено все сущее и разумные существа, ангелы и человеки. Только от их свободной воли зависит, жить в Боге или отказаться от Бога. Если говорить юридическим языком, существовать вне его. Если умничающее разумное существо желает не иметь никакого гешефта в юрисдикции Всевышнего, с катертью дорога, автоматически включатся протоколы удаления данных пациента в божественной канцелярии, и персонаж переходит в некое парадоксальное состояние. Загадочное ничто. Ведь вне Бога нет истины, жизни и добра. А отказник в это время продолжает жить. Там, где нет ничего. Называть это состояние можно как угодно, но у знающих людей этот термин звучит как бесконечное умирание. С точки зрения оставшихся с Всевышним, термин можно обозначить как оставленность Богом. Для таких дезертиров не нужно строить специальных мест содержания. Уже все есть. Нет нужды и наказывать этих потерявшихся. Кормить, поить дармоеда неверующего, держать кучу бюрократов и учетчиков грехов, поступков, платить охране и беспокоиться о регулярных поставках угля в преисподнюю. Это честная сделка. Принимается волевой акт отпадения от Бога. Все, дальше сам по себе. Вне этого мироздания живи. Такова воля Господа, его замысел. Без всякой шелухи как литературной, так и религиозной. Но не тут-то было. Таким образом, этот замечательный аттракцион не работает. В покое никто никого не оставит. Эволюция обмана. Вернемся к самым первым представлениям авторов христианства. Ранние библейские тексты рассматривают Шеол, царство смерти, как место обитания всех умерших. Без разницы, праведник ты или грешник,
атеизмом болен или крестился, все одно. Древние евреи также считали, что после смерти души всех людей бесцельно и безрадостно скитаются по этой загадочной земле. Пребывают в стране тьмы и сени смертной, именно так, как Иов сказал. Того, кто совершил тяжелые преступления, ждала более неприятная процедура. Персонажей Ветхого Завета Корея, Дафана и Аверона поглотила земля. Они попали в Шиол живыми. По ним читали евреи специальный псалом-молитву: «Да найдет на них смерть, да сойдут они живыми в ад, ибо злодейство в жилищах их, посреди их». Жуть, конечно, но это факт. Шло время, понятие Шиол видоизменялось и эволюционировало. Там появились два отделения – для праведников и грешников. Это читается в притче Иисуса Христа о богаче и Лазаре. Прямым текстом сказано: «Нищий после своей кончины отнесен был ангелами на лоно Авраамова, а богач испытывал муки в аду». В эпоху Второго храма, между 538 годом до нашей эры и 70 годом нашей эры, место, куда грешники складируются, получило название Гиенна. Географически это была понятная иудеям местность, к югу от Иерусалима, долина Хинном. Там евреи-язычники творили свои мерзкие обряды перед идолами. Некоторые обвиняли их даже в детских жертвоприношениях, но достоверных доказательств этому, как вы понимаете, нигде нет. Продолжаем. Столетиями долину Хиннона целенаправленно превращали в свалку для мусора. Там сжигали трупы преступников и нечистых животных. Для простого путешественника картинка, конечно, жутковатая. Смрадная вонь, пустыня, кости кругом, люди-тени в балахонах с повязками на лицах, жирно полыхающие плотью костры, воронье, копошащиеся черви, шакалы, грифы. В мерзость. Место, которое Христос назвал. Там червь не умирает и огонь не угасает, сначала имело не метафизическое значение. Это было описание конкретной территории, Гиены, долины Хинном. Потом цитата стала метафорой. И уж совсем позже, потусторонним адом. Притчу о победе Иисуса над адом мы будем разбирать отдельно. Нас ждет очень много любопытного и нежданного. Великая проблема. Существование ада и вечных мучений – это величайшая проблема христианского богословия. С ней столкнулись первые христиане, которым голова была дана не только для употребления пищи. Нужно решить важный парадокс. Суть: если Бог есть любовь, то ада не может быть по определению. Если разумное, со свободой воли, Божье создание имеет право на самоопределение, как быть? Оно может принять Бога или отказаться от Него. Например, некий человек, некое полуразумное существо принял решение находиться вне Бога. Где его место? Ведь оно все равно должно быть по законам сохранения энергий, хоть божественных, хоть любых других. Принцип справедливости любвеобильного Творца просто обязан присутствовать. Тогда ад, где реализуется воля отказника от Бога, обязательно должен существовать. Голову ломали все, и богословы, и толкователи. Не очень далекие, прямые как рельса, вероучители плюнули на этот парадокс и занялись тщательным обустройством ада. Они старательно и с большой ответственностью заселили его сатаной, чертями, демонами, очень скрупулезно выдумывая иерархию преисподней, как у себя в церкви, но только другой раскраски. Истово верующие в Бога, с каплей разума в голове святые отцы не отступились и продолжали неистово, как на конвейере, создавать ужасающие картины потустороннего мира. Наиболее удачное разрешение этой антиномии предложил преподобный Исаак Сирин в VII веке, только сказав: «Мучимые в гиене поражаются бичом любви». Сказал, как отрезал. Четко. Это его высказывание в свою очередь породило философское течение умного христианства. Странное на первый взгляд утверждение аскета-мыслителя из далекой Ниневии стало развиваться и дальше. Оказалось, любви Божией не лишаются даже грешники, пребывающие в ничто или аду. Если для праведных эта любовь служит источником блаженства, то для дезертиров и грешников это бич. Очень изящно. А как же ад? Да остался он, не переживайте, азартные любители испытать судьбу. В доминирующих по сей день христианских представлениях, это лишенная света территория вечного наказания отверженных ангелов и душ умерших грешников. Его просто в принципе невозможно было изжить, потому что христианство наслоилось и кое-где причудливо переплелось с прежними верованиями уже новой паствы. Вокруг идей воздаяния и загробного мира все вертелось с самых пещерных времен. Представления об аде найдены во всех древних цивилизациях. Они, стоит отметить, временами бывали очень сложными. Египетский культ Осириса, философская мифология пифагорейцев и Платона. Этруски, которые на самом деле не русские, после смерти ожидали встречи с владыкой подземного царства Аитом и демоном смерти Харуном. Последний, к слову, был оснащен огромным молотом для умерщвления людей. Безобразные обликом обитатели Тартара, богини мести и ненависти, Эрини и Ванф, Хелсу, Мин, Нафум и Лин встречали умерших древних греков торжественно, на колесницах.
Германцы начала времен, если судить по их эдам, тоже не очень спешили на свидание с великаншей Хёль, хозяйкой подземного царства мертвых Нифльхейм. Чтобы избежать мук, необходимо при жизни стать героем, погибнуть от оружия, поселиться в чертогах воинов Волгалы. Бабы там посимпатичнее, как говорили, валькирии, дочери самого Одина. У других германских племен был бог мертвых Водан, предводитель призрачной дикой охоты, водитель душ. Римляне, кстати, тоже верили в существование подземного мира. Там жалкую посмертную жизнь влачили абсолютно все умершие, судьба душ покойников никак не зависела от прижизненных поступков, хороших или плохих. Туда попадали вообще все. Эта традиция сохранилась в представлениях ранних христиан. Никаких пыток, мучений, сковородок, огня. Просто зал ожидания страшного суда, так сказать, карантинная зона. Но пытливые и упрямые умы новой религии все-таки нарыли в Новом Завете предупреждение об угрозе мука ада и выставили эту жуть на главенствующую роль в вероучении. Хотя чувственная детализация адских мучений в Библии полностью отсутствует. Те эпизоды, что описаны, представлены не как зрелище извне от стороннего наблюдателя. Все подано болью как бы изнутри. Упоминание об аде, от Христа, толковать можно как угодно. Там будет плач и скрежет зубов. И смех, и грех. Придумки новой религии в конце концов оформились в официальную доктрину. Началось с низвержения, под водительством сатаны, падших ангелов. Бредятину о вечности мук-ада утвердили на Вселенском соборе 533 года после Рождества Христова. Однако не был устранен один парадокс. Преисподняя была назначена для наказания людей-грешников и дьяволов. Получилось немного смешно. Первопричина зла, сатана, оказался и главным палачом человечества. Должен был по служебным обязанностям карать зло, помогать искупать грехи через справедливое возмездие, названное Божьим воздаянием. То есть, как мы сами можем видеть, изначально такое понятие, как ад, не задумывалось, а было создано гораздо позже для того, чтобы просто усмирить толпу. И можете быть уверены, в ад никто не попадет, его Бог построить забыл или просто не создавал. Бог — это любовь. Ему бы и в голову такая дичь не пришла бы. Ад создали сами люди в своем больном и огромном воображении просто потому, что, видимо, захотелось кого-нибудь в очередной раз приструнить. Так что живите и не бойтесь. Мы все попадем в рай. Спасибо большое за то, что досмотрели этот выпуск до конца. Благодаря тебе наш канал и развивается. Заходи почаще, смотри новые обзоры, оставляй комментарии и делись этой полезной информацией с друзьями и близкими. Ну а мы на этом не прощаемся. До скорых встреч!